Приветствую вас, друзья, на кухне Ассорти про еду. Сегодня у нас выездное видео. Это значит, уже все-таки наступило лето, тепло. Вот, и все начинают что делать? Конечно, жарить шашлыки. И сегодня я хочу показать тот рецепт шашлыка, когда вы... Вот, у меня, например, вот такая ассоциация, когда я нахожусь где-то, пускай даже на даче, и пошел такой дымок, и пошел запах. И вот есть запах советского шашлыка. Его нельзя ни с чем отличить. Его нельзя ни с чем спутать. Это запах только советского шашлыка. Ведь разные запахи есть. Жарят мясо, колбаски, ребрышки там с любыми соусами. Они примерно все пахнут одинаково. Но вот этот шашлык, он настолько ностальгический, что даже запах его сразу будоражит все вкусовые рецепторы. Слюнки начинают течь, говорят, блин, кто-то жарит шашлык. Да, ребятки, это тот. И вот сегодня я приготовлю этот тот самый шашлык. Все полностью будет, как делали тогда. Конечно, у вас, я думаю, есть еще много рецептов именно того советского шашлыка. Вы можете поделиться у меня там в комментариях внизу под этим видео. И даже вы можете подписаться на мой канал. Вот. Я совсем не буду против. Так что делитесь своими рецептами, а я вам расскажу про тот рецепт, насколько я его помню. Я его помню не только с детства, а еще и с юности. И готовили мы их часто. Вот. И самое интересное, что такой шашлык подавали не вот в ресторанах, а именно в тех небольших таких лавочках, таких как бы шалашиках, где происходили какие-то мероприятия, там катание на горочках, еще что-то, детские аттракционы. И там вот проходил, жарили этот шашлык. Я его уже замариновал. Он вот сейчас у меня накрыт вот такой вот 7-рублевой тарелочкой, в такой советской мисочке. Вот такой вот шашлык. И интересно, что я сейчас делаю этот шашлык. Я не скажу, что вот сейчас я буду делаю по-другому. И вот этот шашлык сделан как-то правильно или еще что-то. Этот шашлык я делаю именно тот, как его делали именно тогда, в то время. Поэтому мясо я взял именно как то. Оно должно быть и с кусочком сала, и с жилочкой, и как полагается. Вот, чтобы это было вот именно то. Конечно, все могут приготовить и шею, и будет шашлык обалденный. Но тогда, в те времена, шейку было достать, ой, как сложно. Вот, он у меня уже здесь маринованный. А вот как я мариновал его и маринованный лук, я вам сейчас покажу. Вот такие вот два куска лопатки. Конечно, лопатка тоже это роскошь. Был только кумпяк. Но у нас будет лопатка. По возможности вырезать немножечко надо жилы, а то уж совсем будет не переживать. Вот так вот почистил. Сейчас в первую очередь нарежу лук. Лук раньше резали мелко. Это значит вначале вот так, а потом еще вот так. Что-то у меня сегодня все развалилось. И нарезаем мясо. Для того шашлыка резали небольшими кусочками. Это примерно вот так вот. И вот так вот. Вот такие вот тут кусочки нужны для советского шашлычка. И на 2 килограмма мяса чайная ложка черного перца и 20 грамм соли, 10 грамм на килограмм мяса. Сразу вот так вот все это солим. На этом этапе уже сейчас хорошо все перемешиваем вместе с луком. Посыпаем целые такие лаврушечки. Черный перец горошком. Все, приправ больше не было других.
добавляем на килограмм 2 столовые ложки 9% уксуса и немножко кипяченой воды. Вот так вот он должен плавать. Вот так вот. Да. Это он будет. Это будет он. Вот в таком состоянии минимум на ночь, а можно и подольше. Он, не бойтесь, не испортится. Он будет только вкуснее и душистее. И замаринуем лучок. Вот такой. Возьмем вот такую вот банку литровую. Обязательно со старой крышкой, потому что крышки были в офигенном дефиците. А мы же все делаем по советской рецептуре. Вот. И начинаем нарезать лук. Вот такими вот кольцами. И вот так вот немножко разминая, складываем в баночку. Немножко. Так больше влезет. На литровую баночку примерно около 350 грамм воды. Просто кипяченой, там комнатной температуры. Вот, примерно вот такая вот чайная ложка соли. 2 чайные ложки сахара. И 1, 2, 3, 4, 5 столовых ложек уксуса. Все это хорошо перемешиваем. И вот этим вот рассольчиком заливаем лучок. Вот так, под завязочку. Закрываем старой крышечкой. Так, ребят, в таком маринаде шашлычок сохранялся, бывало, и по 2, и по 3 дня, когда выезжали там куда-то на озеро и ямку рыли, ложили в прохладное место, и там он лежал, и с каждым днем он становился вкуснее, сочнее, душистее. Вот. И так, начнем одевать. Видите, вот, конечно, вот это вот дело, оно всегда присутствует, поэтому вот так его, вот так вот наматываем и одеваем кусок мяска. Да, это лопаточка, но это будет тот самый шашлычок, ребята. Ребятки, приготовим советский кетчуп. Кетчупа реально достать было, это, огромная редкость, дефицит нереальный. Поэтому берем томатную пасту. Я думаю, томатная паста есть у всех. Вот так вот. Вот баночку томатной пасты. О, все выкладываю. Здесь у меня сахар, соль и немножко перца. Вот так вот добавляю сюда это. Добавляю немножечко уксуса. Вот так. И все. Все это хорошо перемешиваем. Сахарку немножечко побольше нужно добавить, чтобы выровнять, потому что кислотности очень много и в томате, и в уксусе. Вот так вот. Пробуем. И уже вижу, как у нас в Вильнюсе сад молодежи. Справа круглая такая кафешка. Здесь аттракционы детские. Все катаются. И отсюда пахнет шашлыком. Томатной пастой, маслинами, лучком маринованным. Опа, пошел процесс.
Или вот так вот так вот. Эти все есть, сало есть, все, жилки, все как полагается. Все как вот в советское время. Обязательно, ребятки, нужно взять вот такую вот бутылочку. Блин, уже запах пошел. Это вот он сразу запах, понимаете? Это не надо там ждать, что вот пойдет, там я там положил какую-то такую приправку, которая так будет пахнуть. Нифига, ребята, вот это вот пахнет. Вот это вы раз приготовили, и всегда будете знать, что где-то готовят вот именно такой шашлычок. Берете бутылочку, делаете вот такие вот дырочки, в ней заливаете водичку с уксусом, и потом берете и заливаете. Ребятки, я не говорю, что это правильно, я не говорю, что именно так надо, я говорю именно, что так делали, и все. А вы уже в комментариях бомбите там по полной. Меня там трэш там и все остальное не нравится там. Молодцы. И вот так вот поливаем наверх. Вот так вот. О, какой запах идет, обалдеть. Берем самый большой такой вот кусок мяса, делаем надрез и смотрим вот так вот внутри. Немножечко еще красненькое. Значит, дальше жарим. Вот. Некоторые уже будут, вот эти вот будут просто уже, готовы полностью, шикарно. Так, ребятки, шашлычок готов. Вот так вот было на бумажной тарелочке. Лучок, пару маслинок и наш кетчуп. Берем. Правда, шампуров редко кто подавал. Ну ладно, я уже откушу. Так вот мазюкну. Возьму вилочку. Ваше здоровье, господа. Быстрее жил, хочу очень рассказать вам. Вот, говорят, уксус очень сушит мясо, там и все остальное. Вот небольшие кусочки, вот вы посмотрите, вот я его возьму вот такой и сдавлю. Видали? Фокус? Да? Это ностальгически, это, блин, это очень вкусно. Можно я еще один кусочек съем вам на камеру? Ну, пожалуйста. Ну ладно. Уже все хотят попробовать. Вот. Поэтому, ребятки, если вы хотите проникнуться тем временем, хотите попасть в прошлое, это запросто. Я вам, конечно, устроил немножко минутку такого. Вот таких, правда, тарелочек тоже не было. Вот такие вот были все мисочки. Это уже не из этого. Бутылок тоже таких не было. Ну ладно. Вот. Так что, ребятки, захотели, подписались, захотели, прокомментировали. Вот, рассказали. Есть еще шашлычки у меня на канале. Будет еще много. Так что нажмите колокольчик, и вы будете всегда в фокусе моих рецептов. Всем счастья, здоровья, вкусных шашлыков. Пока.